Друзья, всем привет! Ну что, пока еще держатся морозики, можно безопасно выбираться на лед, не теряем время и пробуем ловить на удочку подлещика. Пару дней еще передают ночью морозики, так что будем пробовать. Уже думал, закрыл сезон, но кто не смотрел видео, в подсказках выскочит там. Ну, не очень получилась рыбалка, ну так, выбрался на разведку. Надеюсь, сегодня будет что-то интересней. Уже с утра закормил свои старые лунки, немножко прихватил их льдом. Вот, ну, с одного удара ноги пробивается, лед еще, ну, терпимо, вот, но все равно, если уже пойдут плюсы, выбираться не будем, будем точно закрывать сезон. Так что все, не трачу время и начинаю сегодняшнюю рыбалку. Так что желаю всем приятного просмотра, а я пошел пробовать ловить. Вчера немножко тут перевязался, но попробуем на мормышку, которую мне полюбилась на прошлой рыбалке. Вот. Ну вот такая черненькая мормышечка под такую, вот под так сделано, вот такие два красненьких глазика, такая бусинка сделана. Ну вот, поклевывала неплохо, попробуем и сегодня. Если нет, будем перебирать другие мормышки. Привязал свободную петлю. Ну, по наживке, как всегда, взял баночку, подкопал навозных червей. Вот, пару дней в погребе лежали, поскольку хотел выбраться на рыбалку, но был сильный ветер, дождь, и не поехал. Ух, хороший подлещик на червя. Где-то часа, наверное, полтора-два ловлю. Есть уже рыба у меня. Потом попозже покажу. Много мелкой густеры. Вот это только второй подлещик хороший. Вот. Поэтому не снимал. Ну, попозже все покажу. Как бы есть и шанс, то, что сегодня немножко подловим. Ну, хороший. Потому что какая-то активность есть по сравнению с последним разом. Ну, в основном мелкая густера. И иногда вот проскакивает. И вот нравится мне на червя ловить, что на одного червя был вот 10 густерин вытянул. И не надо каждый раз цеплять мотыль этот. Ну вот это уже вторая лунка, свежая. На нее вообще ничего не отзывалось. Ну вот пришел и вот начало немножко
отзываться. К обеду, к вечеру, я думаю, шанс есть, что подойдет подлещик. Но пока клев что-то подзатих, решил показать, подснять, собрать рыбу, положить в сумку, чтобы на льду не валялось. Ну, вот таких 2 подлещика небольших, плоточка, густера. Еще сейчас взял, просверлил дополнительно лунку одну рядышком, закормил свежую, и остатки манки, где лунки были рабочие, закормил полностью. Высыпал нашу манку, потому что непонятно, будут еще рыбалки или нет. Но если будут, приготовим еще прикормки. Смесь манки, сухарей и семечек. Пока тут надо подкрепиться немножко. С утра как-то подмораживало. Пришлось даже еще перчатки одеть. Вот, ну, сейчас уже распогаживается ничего. Подкрепимся, пока нет клёва, и продолжим. Нет ничего лучше соленого сала и кусочек черного хлебушка. Сытно, вкусно. И все это дело черным чайком запьем. Все так по-простому. Газетка на ящике, чтоб не запачкать. Удобно. Людей сегодня очень много. Рыбаков какой-то аншлаг. В прошлый раз было меньше. Ну, все надеются, что лед в этом, точнее не лед, а клев все-таки настанет. Но это не точно. Ну, отобедал, как отобедал, перекусил. Была небольшая густерочка. Ну и вот подлещики небольшие сейчас вот начали проклевываться. — 12 часов. Подходил сейчас мужичок. Тоже бегает по озеру. Говорит, слабо совсем. И так подошел, поговорили. Поменял наживку я, червя. И он так удивился. Ничего себе, ты на червя ловишь? Ну, я говорю, ну да. Ну, говорит, может и правильно. Меньше сбивает. Как-то вот все удивляются, все на мотыля, а я вот на червя тут сижу. Ну и ловлю, как бы сказал, неплохо у него вообще. Слабо там. Распогодилось, очень стало тепло, нет ветра. Очень хорошая слышимость на озере, слышу. Что-то так шуршит непонятно. Думал, танки какие-то, но нет. Местные кулибины или мотоблок.
Или какая-то тарантайка сделана, не могу понять. Какие-то колеса и сзади вон саночки. И довольно-таки быстро передвигаются по озеру. Ну, хочу сказать, лучше, чем пешком. Тем более с этого года разрешили. Раньше нельзя было на мотособаках. Ну, не знаю. Навряд ли вот эта техника относится к мотособакам, но передвигаются. Ну, интересно, конечно, посмотреть. Да, кулибинов много у нас. Это было далеко, камера и так уже на максимально снимала. На максимальном расстоянии снимала. Вот подъехали поближе. Но вот все равно не могу понять. Ну, вроде как бы мотоблок. Просто что сделан адаптер и какие-то большие колеса. Что-то там у них произошло. Или санки отцепились, или он вывалился, вот пассажир сзади. Ну вот остановились. Наверное, вывалился, скорее всего. Вот сейчас посмотрим, как будут стартовать. Но это максимальный зум у меня нет. Еще приближу. Но уже картинка плывет. Надеюсь, все смотрели фильм «Безумный Макс». Ну вот что-то похожее такое. Местные кулибины, повторюсь. Но все ж лучше, чем ногами. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Ой, встал размяться, что-то вообще перестало клевать. Вот, ну, поклевывает вот такая мелкая густера. Вообще не снимаю мелочь, потому что даже поклевку не заснять. Сейчас поближе покажу. Ну, вот густера, вот такой мелкий окунь и ёрш. Вот, звонил, там знакомым рыбакам сидят, на безмотылки ловят. Ну, много сходов хороших, но тоже как-то капризно берется. И вот в их стороне там трагедия произошла. Ну, не знаю, как трагедия сказать. В общем, умер рыбак. Вот. Смотрит, лежит на льду какой, ну, рыбак. Подошел там, не знаю, может, его знакомый, и все. Подошел, говорит, умер, приезжала скорая, там, не знаю, милиция. Вот, так что вот и такие моменты бывают, что с вечера, да, собирался на рыбу, думал, поедет, отдохнет, на выходе вот произошло инфаркт или инсульт, непонятно что там. Ну, вот и такое бывает, конечно. Уже не первый раз на этом озере такое происходит. Года 2 назад тоже умер рыбак, был по весне. Ну вот, так что нужно смотреть за здоровьем и аккуратным быть. Так что вот такая обстановка. Ну, не знаю, посижу еще немножко, попробую половить, ну, хотя что-то вообще перестало отзываться. Если нет, буду тогда собираться домой. Хоть еще и морозики, но все равно днем пригревает солнышко. И уже смотрите, насколько вот бур лежит у меня. Уже насколько въелся он в лед. Вот. Так что вот смотрите, да, насколько? Наполовину. Так что надо уже как-то пробовать закрывать этот сезон, еще разок выехать, будут выходные, вот, и все, мыть санки, бур, ящики и переходить уже ловить на летние снасти. Опа. Решил немножко поснимать тут все-таки, но вот такая мелкая густерка. Хорошего, к сожалению, ничего нет. Хотя надежды с утра были, что после этой густеры подойдет подлещик, но, к сожалению, ничего. Но пустим и так. И густеру пустим и на засолочку. То в этом году очень слабо с рыбой, поэтому
хоть что-то да подсушим. Как бы хоть и мелкое, но сойдет. Но как всегда, только выключишь, и вот подлещик пошел отзываться. Пойду сейчас принесу червей, попробуем на этой лунке. Опа, какая густерочка попалась. О, плавнички красненькие. Как-то так неожиданно. Как будто окунь. Бывает мелкий-то клюет. Все бегаю по лункам, никак не могу заснять. Слил был, ну, где-то вот приблизительно такого, ну, может, чуть больше на предыдущей лунке. Пришел на новую и вот взялся. Смотрите, ест нашу манку, значит, подошел, значит, есть. Будем сидеть, значит, пробовать. Черви, как обычно. Что-то запутался. Вроде как бы и стоит на одном месте, а вроде и не хочет браться по одному. Ну, попробуем. Попробуем. Навозный червь выручает сегодня. Хорошая наживка. Универсальная, можно так сказать. И держится хорошо. И рыба клюет. Ну, птицы, как всегда, доедают за рыбаками, оставляют рыбаки рыбу мелкую. Ну, правильно делают, надо подкармливать птиц, лис и животных. Вот, так что сидят тоже на льду, отдыхают. Погодка по красоте, только что не клюет рыба. Ну, вот такие небольшие, ну вот, красноперочки. Вот. Должны быть покрупнее. Вот. Плавнички какие. Должны быть покрупнее, но, надеюсь, проклюнется. Это пока начало. Пришел, закормился. Вот. Так что, вот такие дела. Ловим, в общем, дальше. Ловлю, как обычно, остался червь. Наверное, точно уже буду закрывать сезон. Хотя каждый раз говорю себе, но все никак не могу закрыть. Да, забыл добавить, даже вот сижу без куртки сегодня, термобелье. И все. И не холодно, будем загорать. Оба, поклевочка была. Вот что-то сидит. Вот мелкий окушок еще поклевывает. Ёршик. Ну вот пока вот в этих двух луночках рядом нашел, закормленные были. Еще добавил манки.
Вот там еще есть лунки, пройдусь, подкормлю. Может быть, отзовется хорошая красноперка. Ну все, пора собираться домой. Клев вообще перестал, как обрезало, поэтому смысла нет сидеть. Поедем домой. Не знаю, будет, наверное, еще одна рыбалка, но это еще 50 на 50, только не знаю, какая будет. Либо приедем опять сюда, попробуем половить на удочку подлещика, либо выберемся, попробуем с блеснами посмотреть, начал отзываться окунь или нет. И все, это уже точно будет последняя рыбалка, поскольку уже потом передают хорошие плюсы. Сегодня вот распогаживается на ночь, на завтрашнее утро еще передают минус, как бы еще лед будет держаться, ну а потом уже лучше не выходить, не рисковать. Вот, это будет точно последняя рыбалка. Так что давайте покажу сегодняшний улов свой. Ну вот, получилось тут словить немножко подлещиков, густера, плотка есть, окушки, ну и куда же без ерша, килограмма, ну 2 получилось здесь, ну что-то отдадим котам, угостим, ну остальное забросим в соль. Так что вот такая рыбалка получилась. Чтобы не пропускать следующие видео, подписываемся на канал, оставляем свои комментарии. Ну а на этом я свое видео заканчиваю. Если данное видео вам понравилось, поставим палец вверх, напишем свой комментарий. Ну а вам я, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. До новых встреч. Пока.